Всем привет, друзья! Собрала вот такую кучу остатков и обрезков от предыдущих переделок от джинсов. Если вы подумали, что это мусор, то это не так. Мы сделаем из них еще кучу полезных вещей. Итак, поехали. Первая переработка старых джинсовых шорт. Разрезаем шорты по внутренним и по боковым швам. Таким образом мы отделим заднее полотно шорт. Готово. Шов сиденья я пристрочу в одну сторону вот таким образом. Далее отрезаем полукругом. Готово. Пока отложим в сторону и займемся передней частью. Срежем максимально возможно полотно с передней части джинсовых шорт. На одной стороне у меня есть дырка, я ее зашью. Вот таким образом. Далее получившиеся две части сшиваем на 1 см от края. Вот такая деталь получается. Затем складываю ее пополам и выравниваю. Готово. И у нас получилось вот такие две детали. Это будет верхняя и нижняя часть фартука. Также нам понадобится отрез хлопка. Я отрезала 20 сантиметров, чтобы сделать рюшу на низ фартука. Сошью рюшу по длине и прострочу на полсантиметра от края. Стежки выбираем максимальные, чтобы нам удобно потом было затягивать рюшу. Готово. Длина рюши получилась у меня 120 сантиметров. Длина низа фартука 55. Затягиваем и пришиваем рюшу к низу фартука. Готово. Вот такая яркая и веселая рюша получилась. И далее нам необходимо будет обработать края фартука. Делать я это буду с помощью бейки. Ее я нарежу также из хлопка. Полоски шириной 5 сантиметров. Я сошью их между собой в длину и заутюжу к центру. Вот таким образом. Складываем с одной стороны сантиметр, с другой и затем пополам. Готово. Вот что получилось. Далее прикалываем нашу бейку лицом к лицу, к фартуку. И пришьем на 1 см от края. Также бейкой обработаем верхнюю часть фартука. Я оставлю вот такую длину для завязочек
И потом я их разрежу после того, как пришью. Готово. Далее отворачиваем бейку на изнаночную часть и прошиваем на 1 мм от края. Готово. Вот что получилось, так аккуратно все обработано. Теперь я разрежу верхние завязочки, и можно их завязывать по необходимой длине. Далее нам остается сшить верхнюю и нижнюю части. Готово. Также я сделала пояс шириной 4 см из этой же хлопковой ткани. Проденем их в шлевки, которые остались на поясе от джинсов. На верхней части фартука у меня оказалось пятно, которое не отстиралось на джинсах, и я решила прикрыть его кармашком. Итак, друзья, наш фартук из старых джинсовых шорт полностью готов. Посмотрите, какой яркий и практичный фартук получился. Много карманов, в которые можно класть кухонные принадлежности. Фартук очень прост в пошиве и смотрится оригинально и симпатично. Итак, идея номер 2. На всех этих остатков от предыдущих переделок сохранились целыми пояса. Я их отрезаю. Также я обрежу пуговицу, петельку от пояса, все шлевки и бирки. Обычно пояс джинсов состоит из 2 деталей, соединенных между собой цепным швом. Его очень легко распустить. Вот таким образом. Сначала с той стороны, где у нас обычная строчка, вытягиваем 2-3 стежка, именно вытягиваем нить. И затем с другой стороны подцепляем нить и полностью распускаем цепной шов. Так делаем с 2 сторон. И далее раскрываем 2 детали пояса. Нам необходимо будет их отутюжить. Готово. Посмотрите, какие симпатичные полоски получаются. И отрежем все оставшиеся пояса. Готово. У меня получилось 5 штук. И я их все распущу, как и показывала на предыдущем поясе. Готово. Вот такая красота получается. У меня получилось 10 полосок, которые мы будем сшивать в коврик. Ширина полосок будет примерно 4,5 см плюс припуски на швы. Раскладываем в произвольной форме и начинаем сшивать каждую полоску друг с другом. Прикладываем лицом к лицу 2 полоски и стачиваем примерно на 1 см от края, чтобы наши вываренные швы остались снаружи. Готово. Вот как получилось, и разутюживаем внутренний шов. Я сшила все полосочки между собой. Вот что получилось. Теперь выровняем наш коврик с 2 сторон. Обрежем лишнее.
И у меня получилось джинсовое полотно размерами 65 на 45 сантиметров из 5 джинсовых поясов. Далее сделаем мягкую подложку под коврик. Я взяла кусочек ватина, можно взять любой другой утеплитель. Накладываем под низ коврика, и я прикалываю иголочками по всему периметру. Далее прошьем джинсовое полотно и утеплитель между собой. Прокладываем строчки по обе стороны от места стачивания наших полос. И таким образом прошиваем весь коврик. Готово. Полностью прошили коврик, простегали его. И далее выровняем края. И нам останется только поставить подкладку под коврик. В качестве подкладки я использую вот такую ткань. У меня остался кусок льна от пошива. Я вот так кладу его под низ. Оставляю примерно 3-4 сантиметра от края. Загибаем 2 раза. Я прикалываю прищепками и затем прошьем на 1 мм от края. Итак, наш коврик из джинсовых поясов полностью готов. Посмотрите, какой необычный, стильный, теплый и очень практичный коврик получился. За счет того, что полосы от джинсовых поясов разных оттенков и вываренностей, коврик смотрится просто как картина. Итак, третья идея. Вот что у нас осталось от кучи джинсовых обрезков. И мы теперь будем использовать карманы. Срезаем их вот таким образом, чтобы оставалось от кармана 3-4 сантиметра джинсового полотна. Готово. Далее я взяла старую детскую кофту из хлопка с начесом. И ею буду дублировать наши прихватки. Из задней части джинсов с карманом у нас будут прихватки для горячего. Готово. Для подкладки я использую тот же хлопок, что и для фартука. Вырезаем с припуском 2 сантиметра. Затем подворачиваем 2 раза и прикалываем по всему периметру. Готово. Также сделаем петельку из хлопка. Я вырезаю кусочек параметрами 17 на 5 сантиметров и сошью его, сложив в 2 раза внутрь. Готово. Теперь сформируем петельку и вложим под обтачку прихватки. Прошиваем на 1 мм от края.
Теперь петельку нужно отвернуть и отстрочить. Готово. Также я украсила прихватку бабочкой из хлопка. Посмотрите, какая практичная и удобная прихватка получилась. Руку можно засунуть в карман и вот таким образом брать горячие блюда. Она очень плотная, не будет пропускать жар. А шьются эти прихватки очень просто и быстро. Вот такие 2 розовых прихватки у меня получились. И также я еще сделала 2 зеленых. Вот так, друзья, практически из ничего, из обрезков, из мусора мы сшили столько полезных вещей. Это фартук, коврик и прихватки. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И всем хорошего настроения и до новых встреч. Шейте и носите с удовольствием.